Желание ухаживать за собой, чувствовать себя молодым, бодрым, здоровым и привлекательным – это достаточно похвальное поведение. Однако некоторые индивиды идут в этом стремлении значительно дальше, переступая за рамки возможностей, отчего порой выглядит достаточно нелепо. Все это приводит к так называемому синдрому Дориана Грея. Давайте разберемся с этим понятием получше. История Грея. Наверняка многие люди знают эту историю, но я все же кратко напомню. Свое имя синдром получил благодаря имени персонажа романа Оскара Уайльда. Он рассказывает нам о молодом человеке, который обладал просто неотразимой и прекрасной внешностью. В каких бы местах он ни появился, люди всегда обращали на него внимание и восхищались его внешним видом. Однажды Дориан заключил сделку с дьяволом. Юноша заказывает свой портрет, и теперь вся грязь его жизни, полное распутство, будет пачкать и портить полотно, отображаясь на нем. Его же собственное лицо останется вечно юным и прекрасным. В итоге он обрел способность оставаться вечно молодым. Однако его портрет старел, показывая его внутреннюю сущность и не давал забыть о том, какой же он есть на самом деле. По итогу он бросился с ножом на холст, убив тем самым самого себя. А теперь перейдем к самому синдрому. Синдром Дориана Грея многими психологами мира не считается болезнью. Тем не менее, многие специалисты сходятся во мнении, что это состояние разрушает внутренний мир человека, его взаимоотношения с окружающими и препятствует саморазвитию, саморегуляции и, конечно же, принятию себя. А это уже чревато последствиями. Данный синдром – это культ молодости, выражающийся в страхе перед физическим увяданием и старостью. Люди, которые неоправданно используют молодежную атрибутику, покупают одежду в молодежном стиле, злоупотребляют косметическими препаратами и пластической хирургией, являются носителями данного синдрома. Ирония заключается еще в том, что такие люди мало понимают в молодежной моде, поэтому выглядят слишком эпатажно и карикатурно. Такое поведение распространено среди публичных личностей, где внешность имеет особое значение – певцов, артистов, кинозвезд. Какие же симптомы этого синдрома? Наиболее явным симптомом является появление тяжелых эмоциональных переживаний по поводу первой седины, первых морщин. В это время кожа теряет былую упругость. На самом деле почти каждый человек подвержен таким переживаниям, разница только в масштабах. В запущенных случаях человек думает только о предстоящем старении. Другие мысли почти не посещают его голову. Так что если вы периодически об этом думаете, это нормально. Плохо, когда эти мысли возникают все чаще и влияют на ваши поступки и настроение. Данному синдрому подвержены даже молодые люди 20-25 лет. И если в таком возрасте не распознать его и запустить, это может привести к очень печальным последствиям. Например, постоянное недовольство своей внешностью, депрессия, крайние формы нарциссизма, ироничное отношение окружающих, зацикленность исключительно на своей внешности без работы над внутренним миром. Что делать, если вы стали жертвой этого синдрома? Новое хобби. Хобби поможет сместить центр внимания с внешнего на внутреннее, на самореализацию. Занятие спортом. В этом случае стоит помнить, что занятие спортом положительно повлияет на здоровье. Зацикливаться на любви к собственному телу губительно, поэтому занимайтесь спортом ради того, чтобы снизить риски многих болезней, чтобы быть в тонусе. Ограничения в покупке одежды. Это не только позволит бюджету находиться в хорошем состоянии, но и снизит вероятность самолюбования. Следует помнить, что стоит прежде всего реализоваться как личность. Обращение к психологу. Данный способ рекомендуется в достаточно запущенных случаях. Человек не может контролировать навязчивые мысли о старости и думает исключительно об этом. Поэтому посещение психолога может помочь направить потоки мыслей на самые разные сферы жизни. Путешествия. Само посещение новых мест позволит человеку расширить свои горизонты и забыть о навязчивых мыслях. К тому же, бывать в таких местах, где есть люди, которых он никогда больше не увидит, а значит не будет переживать насчет репутации, очень полезно для профилактики. Также поможет чтение книг, особенно портрет Дориана Грея. Классические произведения помогут сосредоточиться на развитии внутренних, а не внешних качеств. Помните, что нет ничего страшного в том, чтобы выглядеть моложе своих лет. Разница только в крайностях.
Если человек зацикливается на своей внешности и буквально сходит с ума от страха старости, все это приводит к очень плохим последствиям. Многие люди выглядят на свой возраст и при этом остаются счастливыми и самодостаточными. Они воплотили многие свои мечты в жизнь, поэтому совсем не стремятся публично демонстрировать свои внешние качества. Принимайте себя и любите таким, какой вы есть. Поработайте над самооценкой, и тогда данный синдром вас не настигнет. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще масса полезной информации. Всем пока!